Всем привет! Ну что, сейчас мы заезжаем в новое жилье, которое называется Pandava Homestay. Мы сейчас вам его покажем и поедем потом на пляж Карма. Нам дали вот такой вот ключик, сказали, что если мы его предъявим при въезде на Pandava Beach, проезд будет бесплатный. Получается так, что это все полностью наше. Есть место, где можно посидеть, попить кофе, чай, поесть. Тут есть такая вот небольшая кухня, где можно приготовить. Есть, конечно же, холодильник, всякая кухонная утварь, с помощью которой можно готовить. Здесь есть такой небольшой туалет. И далее у нас уже идет непосредственно спальня с большой кроватью, с красивыми такими картинами, шкафом. Вот такой вот стол и даже есть телевизор. Ну, крыша вот такая вот, чисто в балийском стиле. Далее у нас идет, смотрите, такая вот ванна. На Бали частенько бывает ванна. Еще здорово, когда оставляют мыло, зубную пасту, зубную щетку и какой-то даже тут шампунь. Ну, это тоже наша территория, где ты заходишь, то есть можно сюда поставить стул, в принципе, или постелить что-то, лежишь, загораешь, отдыхаешь. Ну и получается уборка тут тоже каждый день, потому что в таких местах один день не убрал, уже все в муравьях. И сейчас вам покажем еще одну фишечку этого места, которая нам очень понравилась. Здесь можно подняться наверх и наблюдать вот такой вот невероятный вид. Скорее всего, здесь будет виден красивый закат, мы вам его обязательно снимем. Да, вид тут невероятный. Получается так, что у нас самая высокая вышка. Мы так немного на холме, все остальные домики чуть пониже. И мы вот находимся на такой самой высокой пиковой точке. Поэтому, возможно, вечером мы увидим закат. Тут можно просто вечером прийти, поставить стульчики и наблюдать. По-моему, закат будет где-то вот там вот. Ну, тут еще есть другие номера. На самом деле номеров очень много. Это какой-то такой семейный номер на 5 человек. Видите, тут, наверное, кто-то живет. Мы уже тут не будем особо ходить. Просто вам показываем, что есть большое количество различного жилья. Ну и вот такая вот дверка на вход. Мы шли по такому коридорчику, и таких вот, получается, отдельных вилл тут очень-очень много. И, конечно же, есть бассейн. Ну, этого жилья, конечно же, нет на Airbnb, на Booking и так далее. То есть, видите, на Бали нужно своими ногами ходить, искать, смотреть. Ну и вот нам озвучили 375 тысяч индонезийских рупий, и даже будет включен завтрак. Вот тут даже есть такой небольшой магазин, где можно какие-то напитки купить. И видите, вот балийцы очень любят вот этот вот значок везде вешать, что TripAdvisor везде их одобрил. Вот оценки на букинге какие большие. Это замечаю везде. Также у нас, конечно, в этот раз есть уже и бассейн. Большое количество шезлонгов, куда хочешь ложись. И вот такой вот бассейн. Довольно глубокий в этот раз. На Бали редкость глубокие бассейны. Ну и по вечерам тут уже где-то после 4 много людей. Вот в первой половине дня вообще никого, купайся не хочу. Мы увидели тут еще один бассейн, но непонятно, он к нам относится или нет. Скорее всего, нет. Наше утро начинается именно с кофе. Также мы вот заказали такие банановые блинчики, банано-панкейки, да. Вот это с медом, арбузик принесли, также сок свежевыжатый и кофе. Вот, ну, на 2 человек это мы выбрали. Можно было выбрать и другое, но мы выбрали именно этот вариант. Нам также это все принесли сейчас любезно нашу, можно сказать, виллу. И сейчас мы будем есть. Ну, как у нас обычно и бывает, к нам пришла очередная кошка. Вот мы ее сейчас сгладим. Недалеко от нашего места есть вот такое вот интересное место, где можно покушать, посидеть, там поработать даже немного. Цены тут, конечно, немного выше, но вот такие кафешки очень часто встречаются на Бали. В основном тут натуральная еда, видите, написано. Можно сесть и вот с таким вот видом, под такую музыку смотреть, отдыхать. Но также можно прийти с другом и поиграть вот такой вот футбол. Очень улучшивает. Ну и ценники тут получается где-то в среднем 60-50 тысяч, да, ну и кофе где-то 35. Но вы платите тут уже за обстановку, за уют и обслуживание.
Можно вообще вот там в большой компании прийти сесть и отдыхать. Сейчас мы приехали на пляж Карма. Это один из подъездов, который возможен. Мы выбрали именно этот. Вы сейчас сами увидите почему. Это подход именно со скалы. Сверху сейчас будет виден Индийский океан. И вид, конечно, тут нереальный. Смотрите, даже без квадрокоптера можно увидеть, услышать и вот прям почувствовать все эти волны. Ну и видно, что мы пришли как раз когда прилив, потому что по вечерам тут уже сильный отлив и видно вот эти вот все кораллы. И сейчас нам предстоит такой физкульт-бросок. Нам нужно будет пройти по такому серпантину из лестниц, там долго-долго идти. Ну ладно, сейчас пройдем, посмотрим. Совсем рядом есть площадка для вертолетов, поэтому тут часто очень можно заметить летающие вертолеты. И на нем можно прокатиться. Ну вот, лестница ведет вниз, да, но если вы сразу же повернете налево, то тут можно будет увидеть ресторан с невероятным видом. Вот, вход сюда, и тут, конечно, можно посидеть. Тут ценник выше среднего, конечно же. Но сейчас вы увидите почему. Во-первых, такой красивейший вид отсюда. По вечерам, к сожалению, заката тут все равно не видно, он за той горой. Но тут есть бассейн и шезлонги. Ложишься, купаешься и смотришь на вот такую феноменальную красоту. Ну а мы идем дальше. Наша цель все-таки это Карма-Бич. Самое интересное, тут есть еще вот такая вот вагонетка, ну как, лифт вниз, да. Но тут никого нету, никто не стоит, не предлагает услуги спуска вниз, поэтому нам придется идти вниз. Возможно, это от отеля ходит специальная такая вагонетка. Ну вот лестница выглядит таким образом. Ну вниз-то идти легко, а вот наверх, конечно, будет тяжеловато. Видел, тут уже проходили наши соотечественники и были уже такие все довольно запыхавшиеся. И мы уже привыкли по Таиланду ходить по различным храмам, которые находятся высоко в горах, поэтому нас этим, конечно же, не испугаешь. Удивительно, что тут нету обезьян. Наверное, они все где-то внизу находятся. Но сейчас увидим. Просто этот пляж славится тем, что тут существует большое количество обезьян. Вообще на пляж Карма и на Миласте, который является ну, как будто продолжением этого Карма-Бич, вход платный, но если пройти по этой лестнице, то, скорее всего, он будет бесплатным. Сейчас мы пройдем вниз и проверим. Вообще на Бали это редкость, когда бывает что-то бесплатно. Обычно куда бы ты ни подъехал, к любому торговому центру или какой-то пляж, или какой-то там viewpoint, обязательно ты будешь платить. Или же за вход, или же за парковку. Парковка обычно стоит 2000 рупий индонезийских, а на въезд в Миласти пляж, а также Пандава пляж вы платите там 11 или 15 тысяч рупий. Вход на пляж уже включена стоимость и парковка. А тут удивительно, мы подъехали, ничего не заплатили, прям очень странно. Ну посмотрим, возможно, мы еще внизу заплатим. Но зато на всех этих пляжах с платным входом есть очень хорошая инфраструктура, там есть туалеты, там есть лежаки, там есть где помыть руки, ноги и так далее, и спокойно переодеться. Весь поход на пляж идет вдоль таких отвесных скал, и уже слышно вовсю, как волны плещутся внизу. Ну и вот мы практически уже подходим к самому основанию пляжа. А тут уже красота. Видите, сколько камней на пляже. Очень напоминает Рок-Бич на Самуи. Там тоже большое количество камней. Ой, посмотрите, сколько там много людей. По левую руку прям свободного места нету. Как шпроты в консерве. Но сейчас мы посмотрим, что у нас тут справа. Хотя нет, сначала мы посмотрим на воду. Посмотрите, просто она какая голубая, красивейшая водичка. Правда, видно, что там камни, там черные немного видно. И по правую руку там тоже камни. Тут, видите, никто поэтому не купается. Наверху вроде как такой небольшой барчик, где можно что-нибудь выпить. Там уже дальше видно, что люди купаются. Но у меня такое ощущение, что тут тоже дальше, чем по пояс, не пройдешь. Вот еще одна кафешка, клуб 22. Ну, тут вид, конечно, такой, очень чистый песочек коричневый, много камней для фотосессий. Ну и, конечно же, шезлонги. Что для счастья еще надо. Если приезжаешь на 2-3 недели,
чтобы приехать все-таки с загаром и показать, что ты все-таки отдыхал. Ну а дальше, конечно же, море. Бали говорят, что это все-таки не про пляжный отдых. Ну вот, в принципе, тут особо волн нету, да, тут то же самое картина, как и на Пандава-Бич, все волны разбиваются где-то в 100 метрах об кораллы, а вот тут уже такие отрезки пляжа, где можно, в принципе, и искупаться. Вот, видно, что там по шею люди заходят и купаются. Скорее всего, и мы сейчас где-то тут попробуем и покупаемся. Тут можно заметить, наверху такие бунгало виднеются. Оттуда, конечно, вид, наверное, невероятный. Но вниз каждый раз, конечно, спускаться, чтобы искупаться, такое себе, наверное. Ну вот мы заметили, тут фуникулер тоже есть, поэтому, скорее всего, люди... ну, возможно, это тот, который мы и показывали, да? Ну вот, чуть дальше прошли, и еще один фуникулер. Это, конечно, хорошо, потому что есть люди, которые физически неполноценные, и, конечно, для них спускаться тут каждый день вниз-вверх по несколько раз, это такое себе. Это как раз такая отличительная особенность Бали. Такие красивые резорты, отели и, ну, кондоминиум вряд ли на именно таком обрыве скалы. И это, конечно, невероятно красиво выглядит, когда ты там живешь. Вот еще есть такие... пещеры, где можно спастись от солнца, в такой небольшой прохладе полежать. Это, конечно, находка. Если вы не хотите на целый день тут оставаться, платить за шезлонг, можно вот спрятаться тут, и это очень даже здорово. Потому что если вы приезжаете в первой половине дня, и вы толком не мажетесь кремом от солнца, просто целый день проводите на пляже, то к вечеру вы будете такого красного бордового цвета, как мы. Мы когда Пандава-Бич делали обзор, конечно, на следующий день были просто красные и прекрасные. Мы просто отвыкли уже, что мы приехали на пляж так рано. Обычно мы после 3, после 4 часов приезжаем, когда уже солнце не такое активное. Поэтому имейте в виду. Ну и тут можно увидеть уже такие лежаки, видите, с такими большими белыми зонтами, а также такие прям беседки. Ну и, конечно же, игра в волейбол. Оп, оп. Ну и вот дошли до конца пляжа. Тут еще так более уютно, такая более расслабляющая музыка. Такая красивая в балийском стиле крыша. На Бали очень много вилл именно вот с такими крышами. Это вот прям отличительная особенность Бали. Такую красоту делать. Ну и вообще там не только крыши, видите, такие специальные светильники и все остальное. Даже мебель, она вся вот в таком специальном стиле. Тут даже свободного места вы не найдете, потому что место действительно приятное. Ну и тут можно искупаться, чем люди, собственно говоря, и пользуются. Сегодня вполне купательная погода, флаг желто-красный, а тут, кстати, красный. Тут уже нельзя, видите, там человек хромает, наверное, на камень напоролся. А вот тут купаться можно. Ну что, вы нас можете поздравить, мы сегодня искупались и довольно-таки хорошо, в отличие от Пандава-Бич, который мы вам уже показывали. Тут мы реально получили удовольствие, потому что на Пандава-Бич был ужасный заход, там без кораллок, вот реально делать нечего. Ты идешь по пляжу, куча камней, куча каких-то острых ракушек, еще что-то. Когда заходишь в воду, тоже там приятного мало, у тебя борьба, потому что у тебя нога проваливается наполовину, до колена даже иногда. А тут реально получаешь удовольствие. Конечно же, тут есть вот такие вот места, сейчас уже начинается отлив понемногу, но
Если вы внимательно будете смотреть, то вы увидите, что тут есть заходы абсолютно без камней, с таким приятным белым песочком. Заходишь и, собственно говоря, купаешься. Конечно, далеко ты не зайдешь, но хотя бы метров тут 10-20, чтобы тебя с головой скрыло, вполне себе можно. И вдоль этого пляжа тоже можно покупаться. Тут очень многие так делают. Кто прям вот занимается плаванием, ну вот я тоже люблю купаться. Иногда по 500, по километру проплываю. Люблю это делать. Ну и тут людей довольно-таки мало, поэтому можно реально в таком уединении покупаться. Чисто никаких медуз. Медуза-патруль, конечно, мы тоже провели вдоль всего этого пляжа. Мы их тут не заметили. Поэтому купайся не хочу, получаю удовольствие. Ну вот уже можно заметить и обезьян. Они вот, скорее всего, после заката сюда приходят. Одна вот лежит, уже отдыхает. Вы спросите, почему мы прицепились к пляжам, зачем мы проверяем, вода купательная или нет. Потому что мы сами любим именно тропики, там, Юго-Восточную Азию за то, что тут можно именно получить удовольствие от пляжного отдыха. Там покупаться, немного там позагорать, да, походить, потому что уже приехали на Бали, но жили в таком месте, где особо не купабельное, там Чангу, да, и я уже ощущаю, что что-то не хватает. Такое ощущение, как будто бы вот без чего-то самого главного. И когда вот находишь места, которые предназначены для купания, то сразу же получаешь такое расслабление, получаешь максимальное удовольствие от тропиков, от зимовки, на которую мы обычно и уезжаем. Возможно, и вы тоже любите приезжать именно на тот отдых, где есть именно места для купания. Напишите в комментариях, важно это для вас или нет. Мы только что прошли чуть-чуть дальше до того места, где мы спускались. И теперь я уже пойду по левую руку. И отсюда уже так невооруженным глазом видно, что чуть-чуть дальше пройдя, можно увидеть тот корабль, который находится на Миласти-Бич. Из чего можно сделать вывод, что не обязательно платить 11 тысяч рупий. Можно спокойно вот прийти на Карма-Бич, бесплатный вход. И, собственно говоря, тут уже ходить, наслаждаться всеми благами платного пляжа. Но Миласти-Бич мы покажем уже чуть позже. Сейчас мы просто покажу вот ближайший пляж, который есть. Тут уже так довольно многолюдно. Тут люди загорают, купаются. Тут вовсю идут рабочие работы. Видимо, тут делается какое-то очередное кафе балийское. Ну а тут уже все купаются, даже балийские дети. И не только балийские. Тут довольно много можно встретить родителей с детьми. Ну вот я чуть-чуть еще дальше прошел. Тут можно увидеть практически все заполненные шезлонги. И наверху что-то строится. Возможно, это гостиница. Скорее всего, да, гостиница, потому что вон чуть дальше можно увидеть, она есть. Ну и людей, купающихся, тут уже становится больше и больше. И совсем скоро начнется уже Миласти пляж, который мы вам обязательно покажем чуть-чуть позже. Сейчас уже темнеет, сейчас туда смысла нет идти. Но, по крайней мере, можно только показать, насколько тут много людей. Это место называется White Rock Beach. Там большое количество бассейнов, ну и вид оттуда, конечно, такой красивый. Ну и тут можно уже заметить, конечно же, балийских продавцов, которые подходят ко всем, кому только можно, что-то продают. Hello. Зафиксировали, что тут много людей, да? Это самое начало Миласти пляжа. Мы его покажем в следующей серии, так как инфраструктура Миласти пляжа очень велика и достойна отдельного ролика с солнечной погодой. На данный момент пока что выигрывает именно Карма-Бич. Людей мало, песочек хороший и место для купания просто там отличное. Получаешь удовольствие. Водичка здесь просто невероятна. Мало того, что она прозрачная, она имеет такой бирюзовый оттенок, который редко где можно увидеть. Например, в Таиланде такой оттенок воды я не видела. Такая водичка на Бали даже бывает не во всех местах. То есть это на Миласти, на Пандаве и вот здесь вот на Карма-Бич. Еще если мы где-то найдем такую водичку, обязательно вам об этом расскажем. И, конечно, в ней плавать просто невероятно приятно. И тут получаются очень красивые фото и видео. Мы уже поднимались наверх, и я тут увидел просто в каком состоянии тут гора, по которой мы поднимались. Видите, тут видно прям такая расщелина.
То есть кусок скалы практически уже откололся и осталось, не знаю, сколько. Может быть 100 лет, может быть год, может быть 5 минут. И этот кусок, собственно говоря, упадет. Поэтому такой небольшой экстрим вам можно добавить, если вы собираетесь идти по этой лестнице. Ну вот можно уже заметить и обезьянок, о которых я говорил. Видите, они поднимаются снизу и куда-то идут наверх. Целой своей стаей. Вот, собственно говоря, на Бали есть такие вот заведения. Это неизвестно, как назвать. То ли это магазин, то ли это кафе. Это, наверное, такое место, где тусуются, можно сказать, серферы. Видите, такие доски стоят. Также можно тут вот сесть с кофе, с чаем. Тут можно все заказать. И вам сделают... Атмосфера тут максимально добрая. Все на позитиве. Ну и вот различные доски. Вот такие вот цены в районе 8 миллионов. Сейчас что-то будет, какое-то представление. Вот сегодня пятница и какое-то проходит мероприятие. У них различные бывают такие вещи. Вот сегодня как раз таки это проходит. Можно сюда прийти и... Поэтому вот на Бали есть такие вещи. Если вам скучно или вы хотите потусить, то вот приходите и получаете удовольствие от общения. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!